Мамочка, мамочка, мне страшно. Почитай мне сказку. Темно, боится заснуть. Почитай мне сказку. Ну, мамочка садится, сказку читает. А что вы думали? Она читает сказки. Ну, не все об этом знают. Ой, у меня нет времени. Включила свет, спи при включенном свете. Масса зрительных детей спят при включенном свете. Это никуда не годится. Это плохо. Это очень плохо. Ночь естественна для зрительного ребенка. Он должен проживать ночь во сне, естественным образом, в темноте. Но при лампе спим. Ну так сказку почитай. Ну, приходит мама, читает сказку. Вы же не понимаете, какие сказки. Половина сказок про каннибализм. Половина сказок про каннибализм. Вот пишет про Колобка. Мне доченька боится заснуть в темноте. Сказку попросила. Я читаю сказку. И покатился Машенька, Колобок дальше. А тут лиса его только ам, и съела. А перед этим все угрожали его съесть. Все, я тебя съем, Колобок, съем, ам. А потом раз и съели. Что, как бы ты, доченька, ни катилась, куда бы ты ни катилась, хоть под наклонной, хоть куда, все равно захочется, тебя возьмут и съедят. Колобок. Это ужас. Ну все, прочитал, подумал, мамочка, еще прочитай какую-то сказку. Страшно отпустить маму после этого Колобка. Ну, про 3 поросят. Это же не поросят, это же реальные дети. 3 поросенка. Пришел этот зверюга, разломал эти дома и всех съел к чертям. Это же ужас. А 7 козлят, 7 деток маленьких. Приходят негодяи и опять кушать. А баба Яга и Васика Телесика на сковородке в печь, чтоб скушать. А Красная Шапочка скушать. А мальчики с пальчики. Голод, так отправили детей, чтобы накормить зверей диких. Ну, 1 раз прошло, 2 раз. Сейчас всех съедят к чертям. Братья Гримм еще ладно. 3-томник русских народных сказок Афанасьева. Вот где сюжеты для всех фильмов ужасов для Голливуда. С мертвыми скосами, с гробами, с кладбищами, с ожившими покойниками. Вот где ужас. В доме не должно быть там, где зрительный ребенок Афанасьев. Ни в коем случае. При всей красоте этих сказок, они очень сильные. Детям нельзя. Циклопы, Бармалей, который любит кушать маленьких детей. Вы что, с ума сошли? Это же другие дети, это другое поколение. Можно потом в дальнейшем читать, если подготовить ребенка, справляться с эмоцией страха, как выносить ее наружу, в сострадание. Не пугать его, сейчас тебя вместе с Колобком придет серенький волчок, из-за бочок. Не пугать его, зрительного ребенка, а научать его. Девочка из спички. Вон девочка. Девочка по обе стороны барабанной перепонки, вернее, стекла. По ту сторону. Так красиво. Новогодняя елка, гирлянды, цветные игрушки. Тепло. Просто ощущаешь этот огонь в камине, как особое тепло. А все такие нарядные в платьицах, в этих оборочках. Все нарядные дети, хоровод водят вокруг елочки. В лесу родилась елочка. А на столе, видели когда-нибудь? Рождественский гусь. Да, так по ту сторону стекла голод и холод в эту рождественскую ночь. И девочка без одежды. На голоде и холод. Все, что у нее есть, это коробок спичек. Это же ужас. Это же читать нельзя. Это можно утопить в слезах половину человечества, в детских. Такое переживание за эту девочку. Не за себя в этот момент,
что вместе с Колобком тебя сейчас поджарят на сковородке. А за нее, за ее мечту, за ее образ, за ее надежду, за ограниченное количество этих дней, этих спичек. Конечно, она плачет. Она плачет. Но, знаете, когда мы зрительные плачем от любви, от сострадания, нам даже перед самими собой неудобно бывает. Так плакали, а на душе сердце поет. О детях подземелья с белым пуделем. Об этой без семьи, о газете, о Гавроше. Такие переживания, такие слезы, вся подушка мокрая. И так светло внутри. Какое-то такое равновесие внутреннее. Так хорошо. Это эндорфины. Это просто вообще. И заснула, приобретает навык. Не бояться, а сострадать. Не пугаться, а выносить эмоцию страха наружу. Потом будем читать ей про этих козлят с поросятами и красной шапочкой. Это потом. И она сумеет проходить через это, потому что уже есть навык выносить эмоцию страха наружу. Но пока она должна научиться этому. Воспитание чувств для зрительных детей начинается со сказки о сострадании, или вообще литература, детская литература о сострадании, французская, сумасшедшая, русская, она для более позднего возраста, в целом, французская. Это то, что мы должны сделать, чтобы вырастить гения, а не злодея, чтобы вырастить умницу, такую, чтобы аж сердце останавливалось, а не дуру. Первое, что мы должны делать, это обучать ребенка выносить эмоцию страха наружу. Потом все остальное. Потом интеллект.